Кубок России обесценили. Трусова уверена, что поедет на чемпионат мира 2021 без отбора. С каждым днем состав участников финала Кубка России уменьшается. От финала Кубка России по фигурному катанию в этом году ждали многого. Турнир обещал стать самым интригующим в сезоне после того, как ИСУ принял решение не отменять чемпионат мира. Фигуристы из России должны были разыграть путевки в Стокгольм в конце февраля, но уже многие лидеры снялись с соревнований по разным причинам. Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 22-28 марта будет определяться на следующий день по окончании финала Кубка России 27 февраля, 2 марта, сообщили в Федерации фигурного катания. Но кажется, что результаты турнира не станут определяющими при выборе участников чемпионата мира. За неделю до старта финала Кубка, большинство лидеров сборной снялись с турнира по разным причинам. Первыми это сделали действующие чемпионы России. Михаил Коляда и спортивная пара Евгения Тарасова-Владимир Морозов заявились на Challenge Cup 2021 в Гаагу. Их решение легко объяснить, они 100% едут на чемпионат мира, как победители национального первенства. То же самое можно сказать и про отказ Анны Щербаковой выступать в финале Кубка России, и танцевальная пара Иван Букин-Александра Степанова. Остальные путевки в Стокгольм после отмены чемпионата Европы должны были быть разыграны в Москве в конце февраля. Федерация ради такого дела даже перенес финал Кубка из Великого Новгорода в столицу. Важнейший для чемпионата мира турнир логично должен проводиться на главной фигурно-катательной арене страны. Но финал Кубка России обесценили после того, как сразу несколько лидеров сборной отказались на нем выступать. Александра Трусова снялась с соревнований, поскольку уверена, что однозначно поедет в Стокгольм. Прямой зависимости между финалом Кубка и составом на чемпионат мира уже нет. Судя по всему, да. По крайней мере, тренер Трусовой Евгений Плющенко рассказал, что его подопечная готовится к чемпионату мира. Остальные молчат. Как и молчит сама федерация. Вернее, оставляет интригу, гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган отказался связывать список участников финала Кубка России с составом на чемпионат мира. После чемпионата России у Трусовой была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира, сообщил Евгений Плющенко. На чемпионате России фигуристка завоевала бронзовую медаль, что не гарантирует ей участие в мировом первенстве. Однако серебряный призер турнира в Челябинске Камила Валиева из-за возраста не сможет принять участие в чемпионате мира, как и Дарья Усачева, которая могла бы составить конкуренцию Трусовой в борьбе за путевку. Команда Трусовой просто решила, что федерация безоговорочно отправит ее в Стокгольм без отбора, поскольку соперников за место на чемпионат мира осталось не так много. Алена Косторная вроде как собирается выступить в финале Кубка, но из-за скомканного сезона ее вряд ли отправят на главный старт года. Третьей участницей, скорее всего, станет Елизавета Туктамышева, которая, в отличие от Трусовой, в мегаспорте в конце февраля выступить собирается. И вероятнее, федерации не будет важен результат ученицы Алексея Мишина в финале Кубка. Ее автоматически отправят в Стокгольм. Только, конечно, если Косторная не покажет что-то феноменальное. Тарасова считает, что фигуристкам Трусовой и Щербаковой дали отдохнуть перед чемпионатом мира. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова не выступят в финале Кубка России из-за насыщенного календаря. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Трусова и Щербакова не были включены в предварительный состав участниц турнира, который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве. Их невключение вполне объяснимо. Они много выступали в этом году, и им дали возможность отдохнуть. Жулин считает, что российские фигуристки смогут занять весь пьедестал на чемпионате мира. Ожидается, что на турнире выступит Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Российские фигуристки могут занять все 3 призовых места по итогам чемпионата мира в Стокгольме.
Такое мнение высказал заслуженный тренер России Александр Жулин. Ожидается, что на чемпионате мира выступит трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 Александра Трусова, чемпионка Европы 2020 Алена Косторная. Я практически уверен на 90%, что призовая тройка будет чисто российская. Другое дело, кто поедет на чемпионат, а кто не поедет, сказал Жулин. Авербух. Борьба за третью путевку на чемпионат мира будет разворачиваться между Косторной, Туктамышевой и Нугумановой. Хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Александра Трусова пропустит финал Кубка России, и высказался о судьбе третьей путевки на чемпионат мира у фигуристок. Решение взять Трусову на чемпионат мира абсолютно справедливо. Она заняла третье место на чемпионате России. Борьба за третью путевку будет разворачиваться между Косторной, Туктамышевой и Нугумановой. Все три девушки будут принимать участие в финале Кубка России, кто выиграет, тот и поедет, это объективно и честно. Всем желаю удачи и показать свой максимум. Надеюсь, Алена вернет свой тройной аксель. Мы все этого ждем. Бестемьянова. Если Туктамышева откатается так, как на Ростелекоме, Косторной будет очень сложно отобраться на чемпионат мира. Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Александра Трусова пропустит финал Кубка России. Фигуристка восстанавливается после травмы. Также Бестемьянова оценила шансы Косторной отобраться на чемпионат мира. Правильное и очень взвешенное решение по Трусовой. Нельзя девочку с такими ультра-си выставлять тратиться, там, где можно себя и поберечь. По Косторной все будет зависеть от того, как будут кататься другие девочки. Если Лиза Туктамышева сделает свои фантастические тройные аксели и откатается так, как на Ростелекоме, то Косторной будет очень сложно отобраться на чемпионат мира, сказала Бестемьянова. Леонова. У Туктамышевой чуть больше шансов на путевку на чемпионат мира, чем у Косторной. С одной стороны, несправедливо было разрешить Трусовой не участвовать в финале Кубка России и сразу взять ее на чемпионат мира. Но с другой стороны, Саша заслужила своими результатами по сезону эту поездку на чемпионат мира. Но, конечно, хотелось бы, чтобы все было по-честному и не было исключений, а все участвовали в финале и таким образом отбирались на чемпионат мира. Основной конкурент у Косторной это Туктамышева, потому что они обладают одинаковым набором элементов. Если Алена решится пойти на тройной аксель, то будут равносильны. Но я думаю, у Лизы чуть больше шансов на путевку на чемпионат мира, потому что она больше выступала, чем Алена.